могут привести к различным воспалениям, угревой сыпи, акне, может вызывать аллергические реакции и раздражение на коже. Имеет гормоноподобное воздействие на организм и приводит к эндокринным нарушениям. Может оказывать гормоноимитирующее воздействие, оказывает воздействие на клеточном уровне, также нарушает работу различных систем, эндокринной системы. Может также явиться причиной гормональных изменений и является канцерогеном. Данный компонент добавляют еще и в средства от насекомых. Приветствую вас в моем экоблоге, меня зовут Эльвира, спасибо, что заглянули. Как очень много разных видов тональных средств, это BB-кремы, CC-кремы на рынке, в косметической сфере, это просто разбегаются глаза, как только собираешься себе что-то выбрать. Совсем недавно у Оксаны Самойловой вышла новинка, это Sami Beauty BB крем Light Beige. Это легкий такой BB-крем, который обладает легкой текстурой, при этом скрывает все несовершенства, выравнивает тон лица и отлично держится в течение всего дня, как говорит производитель. Конечно же, я разобрала состав данного средства и давайте посмотрим, из чего состоит данный крем. Хочу заметить на минуточку, что стоимость данного крема, стандартная упаковочка, я сейчас точно не могу сказать, 50 или 30 мл, скорее всего 30 мл, и стоит 1600 рублей. Итак, давайте посмотрим на состав, и, конечно же, мы видим, что здесь присутствует достаточно такое большое количество компонентов, относящихся к критичным, которые отмечены красным. Здесь очень много силиконов, и сразу же на втором месте идет силикон, это циклопентаксилоксан. Данный силикон позволяет сделать уходовые средства легкими и нежными. И если в момент тестирования тонального средства очень классно распределяется, то однозначно в данном средстве находится именно вот этот вот силикон. Именно данный силикон делает кожу более гладкой, ровной, убирает все несовершенства, но стоит отметить, что после того, как вечером вы смоете данный крем с содержанием данного силикона, кожа придет в то же состояние, что до нанесения крема, то есть никаких полезных компонентов силиконы не дают коже, они просто дают на кожу пленку и ощущение того, что у вас кожа стала гладкая, ровная. Данный компонент также используется в тушах, чтобы туши очень хорошо наносились на реснички, не склеивались и не спутывались реснички. Для средства для волос данный компонент у нас, данный силикон, склеивает секущиеся кончики, поэтому волосы кажутся, как будто они не секутся. Но стоит смыть этот силикон, то сразу же увидите, что ваши волосы секутся. Стоит отметить, что использовать косметику на постоянной основе на очень длительное время с данным силиконом не рекомендуется. Следующий очень критичный компонент – это этилгексилметоксицинамид. Данный компонент у нас в креме выступает в роли ультрафиолетового фильтра, то есть он защищает от солнечных лучей. Данный компонент очень хорошо впитывается в кожу, и вот здесь вот он представляет очень такую немаленькую опасность за счет того, что он очень хорошо впитывается в кожу. Метаболиты этого химического вещества находились в образцах материнского молока, в моче и в крови людей, тех, кто пользовался косметическими средствами с данным компонентом. Предполагается, что данный компонент может оказывать гормоноимитирующее воздействие, оказывает воздействие на клеточном уровне, также нарушает работу различных систем, эндокринной системы и скапливается в различных органах человека. Следующий компонент, который также является ультрафиолетовым поглотителем, ультрафиолетовым фильтром, может вызывать аллергические реакции, это акторилен. Он может также явиться причиной гормональных изменений и является канцерогеном. Еще один солнцезащитный компонент, который использован в данном BB-креме, это этилгексилсалицилат. Данный компонент у нас является еще антимикробным и может вызывать аллергические реакции и раздражение на коже. Вроде бы хочу отметить, что данный крем имеет SPF 15, но здесь целых 4 компонента, которые играют роль солнцезащитного средства. Еще один вот четвертый – это бутилметоксидибензоилметан. Это жирорастворимый ультрафиолетовый фильтр, и он также может привести к различным аллергическим реакциям. Следующие тоже очень критичные компоненты, очень опасные – это бензофенон.
он имеет гормоноподобное воздействие на организм и приводит к эндокринным нарушениям. И также он может вызвать аллергические реакции. А следующий компонент, который я также хочу отметить, это диметикон винил, диметикон кросс-полимер. Это также производная силикона. Он практически не вымывается, то есть нанеся данный BB-крем на лицо, затем смыв его, данный силикон останется и будет постепенно копиться на вашей коже. При этом он может забить поры и сушит кожу. Еще один компонент, который может также забить поры в составе данного BB-крема, и что может привести, забитые поры у нас могут привести к различным воспалениям, угревой сыпи, акне. Данный компонент — это силикосилилата. Вот такие вот опасные компоненты содержит данный крем. Кроме этих компонентов здесь еще используется несколько силиконов. Это диметикон кросс-полимер. Далее здесь ПЭК-10 диметикон, это опять-таки силикон. Хайдроген диметикон, это еще один силикон. То есть крем, в принципе, состоит из одних силиконов. И, конечно же, здесь есть парфюм и феноэксетанол. Феноэксетанол у нас выступает и как отдушка, то есть он убирает все плохие запахи из косметических средств. При этом данного компонента боятся различные мошки и комары, поэтому данный компонент добавляют еще и в средства от насекомых. Вот такая вот вышла новиночка у Оксаны Самойловой. Если честно, я бы избегала данный BB-крем далеко стороной и ни за что бы его не взяла и не наносила на себя данный BB-крем с содержанием, с таким вот критичным, очень плохим составом. И, конечно же, я бы не рекомендовала и вам это делать, только в каких-то крайних случаях, возможно, если какое-то мероприятие ожидается или еще что-то, вы пошли в салон красоты, где вам нанесли данный крем, например. Вот единственное, наверное, исключение, которое я бы сделала для себя. А так использовать его на постоянной, ежедневной основе и даже несколько раз в неделю я бы не рекомендовала точно. А чтобы ваша кожа на лице была красивой, сияющей, без различных высыпаний, угревой сыпи, чтобы ваши волосы не теклись, были гладкими, красивыми, увлажненными, обязательно читайте составы на этикетках средств, которые вы выбираете. Если вы не знаете, какое средство выбрать, какой состав, то пишите, я вам обязательно помогу. Подскажу, какие средства стоит выбирать, какие стоит избегать, потому что у вас нет второй кожи, у вас нет вторых волос, и о них надо заботиться. Если видео было вам полезным, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!